Здравствуйте, друзья! Сегодня, как вы все знаете, в Украине принят закон Верховной Радой о мобилизационных мероприятиях и о мобилизации. Ну, вообще-то у нас есть уже закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, но сегодня к этому закону принято ряд поправок, уточнений, изменений. И эти поправки называются «Закон Украины о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета». Ну, то есть вопросы мобилизации, военного учета как раз вот охватываются этим вновь принятым законом. Напомню, что у нас есть кроме закона, действующего про мобилизационную подготовку и мобилизацию 1993 года, еще закон о военной обязанности и военной службе. Ну, в основном в эти два закона и внесены изменения, а в том числе и в Кодекс административного судопроизводства Украины, ну, относительно тех санкций, которые могут быть применены к гражданину через суд. Итак, давайте рассмотрим вот эти вот новые изменения и, в общем-то, и старые законы я тоже напомню. Вот закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, то есть это действующий, так сказать, старый закон, принятый в 1993 году, и последние изменения в него внесены 28 июня 2023 года. Здесь, в частности, определены обязанности относительно исполнения норм этого закона. Здесь не так много этих обязанностей в разделе 4. Статья 21 – это обязанности предприятий, установ, организаций. И статья 22 – это обязанности граждан относительно мобилизационной подготовки и мобилизации. Что касается предприятий, ответственность за исполнение обязанностей несет руководитель предприятия, а что касается обязанностей граждан, понятно, что несет гражданин ответственность. Ну вот здесь вот действующая норма сейчас интересная, что граждане, которые находятся на военном учете с момента оглашения мобилизации, запрещено этим гражданам изменить место своего проживания без разрешения посадовой особы, определенной в части 3 этой статьи, а в части 3 определены, ну, для обычных граждан это начальник ТЦК. То есть без разрешения начальника ТЦК вы не можете изменить свое место проживания. Если вы это сделаете без такого разрешения, то подлежите административной ответственности, то есть штрафу. Если сейчас это чуть больше 3000, то, наверное, будет где-то порядка 17 тысяч. Ну, также для определенных категорий лиц это начальник службы безопасности, службы внешней разведки и начальник оперативно-спасательной службы гражданской обороны. Вот какие сейчас действующие положения, и в них, как вы понимаете, внесены изменения. Сейчас мы их посмотрим. Ну, также действует отсрочка от призыва на время мобилизации. Есть определенные категории, которые имеют отсрочку, но в них тоже внесены изменения. Также есть порядок введения воинского учета, утвержденный постановой Кабинета министров, и закон Украины о военной обязанности и военной службе, тоже в него внесены изменения. Здесь вот интересно статья 33, которая регламентирует порядок воинского учета.
Ну, общие правила воинского учета здесь определены. Ну, вот он, этот новый закон, подписанный Шмыгалем, который вносит изменения в ряд законодательных актов. Ну, это, во-первых, закон про мобилизацию, мобилизационную подготовку и закон про военную обязанность и военную службу. Также новые изменения, они внесены в Кодекс административного судопроизводства Украины. Там определены меры, которые могут быть применены к нарушителям действующего порядка прохождения мобилизации, мобилизационной подготовки, воинского учета. Ну, во-первых, как может воздействовать ТЦК на гражданина? Первое – это временно ограничить физлицо в праве выезда за границы Украины. Второе – это временно ограничить право управления транспортными средствами. И третье – наложить арест на денежные средства, там, другие ценности физической особы, физлица, которые хранятся в банке, электронных там, кошельках, ценных бумагах, ну и так далее. Итак, значит, ограничение на выезд за границу, ограничение на управление транспортным средством и наложение ареста на денежные средства. По заявлению начальника ТЦК суд возбуждает административное производство и удовлетворяет, если находит основание, удовлетворяет такое заявление. И вы не сможете уже ни выехать за границу, ни управлять автомобилем, ни распоряжаться собственными средствами денежными. Что касается изменений в обязанности граждан, это, как вы помните, статья 22 Закона Украины о мобилизационной подготовке, и там есть достаточно значительные изменения. Вот эта статья. Значит, граждане обязаны явиться в территориальный центр комплектации по вызову для взятия на воинский учет, определение их назначения на особенный период мобилизации и направление для прохождения медицинского осмотра. Также обязаны граждане предоставлять здания, сооружения, транспортные средства, другую собственность, которую они владеют, вооруженным силам Украины и другим военным формированиям, а также силам гражданской обороны с соответствующей компенсацией. Также вот эта значительная новость, новшество, новелла, это обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Но понятно, что закон вступает в силу после 30 дней с момента его публикации, пока он еще не опубликован, но как только будет опубликован, в течение 30 дней вы будете обязаны зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Если вы этого не сделаете, то, значит, вы, получается, нарушаете эту норму и подлежите ответственности. Опять же, наверное, административной, то есть штрафу. Если сейчас чуть больше 3000, то будет, как говорится, до 17 тысяч. Примерно так. Также обязанность проходить медицинский осмотр. И если отказался от медицинского осмотра, тоже считается нарушителем. И что касается повесток. Если сейчас повестка имеет вот такой вот вид, где вам предлагается прибыть по адресу, указанному в повестке, непонятно с какой целью вам предлагается, то сейчас вот в новых изменениях в закон определен новый вид повестки, в ней указывается фамилия, имя, отчество,
дата рождения, название ТЦК, цель вызова, место, время явки и разъяснение о последствиях неявки. Днем вручения повестки о вызове в ТЦК считается либо день вручения этой повестки под расписку, либо день получения ТЦК уведомления о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника. То есть вы зарегистрировали кабинет, начальник ТЦК направил повестку в этот кабинет, получил уведомление, и уже такая повестка считается врученной. Значит, если вы не явитесь в указанное время, то будете считаться нарушителем и подлежите ответственности. Ответственность, как уже сказано, во-первых, ограничение в выезде за границу, ограничение управления транспортными средствами и ограничение в распоряжении денежными средствами. Вот такие вот новшества в данном законе. Что касается тех, кто находится за границей, то для них днем явки в ТЦК является их явка в консульскую установу. То есть вот вы получили в электронный кабинет предписание о явке, и вы обязаны явиться в консульство той страны, в которой вы пребываете. Если вы не явились, вы будете считаться нарушителем и можете быть подвергнуты ответственности. Какая ответственность сейчас предусматривается? Вот здесь вот бачинские партнеры показывают, что есть статья 210 Кодекса административных правонарушений, статья 211 – это штрафы, 211 – это порча документов, статья 210 – это нарушение правил военного учета, все это штрафы. И есть также уголовная ответственность, статья 336, 336.1, 337 и 335 Уголовного кодекса. 335 – это уклонение от призыва, ограничение свободы на срок до 3 лет сейчас будет, посмотрите, сколько будет. Это для офицеров. Что касается 336, которая наиболее распространена, это уклонение от призыва во время мобилизации. Вот это лишение свободы от 3 до 5 лет. 336.1 это уклонение от прохождения службы гражданской обороны. Лишение свободы от 2 до 5 лет. И 337 Уголовного кодекса – это уклонение от учебных сборов. Это штраф, уголовная ответственность, либо исправительные работы на срок до 1 года. Вот такая вот ответственность. Что касается еще особенностей тех, кто находится за границей, на них действие вот этих вот норм о мобилизации, мобилизационной подготовке распространяется только на тех, кто не постоянно проживает за границей. То есть если у вас есть ПМЖ, то есть постоянное место жительства, оформлены документы, что вы на ПМЖ за границей, то на вас нормы такого законодательства украинского не распространяется. Вот такие вот новшества в этих вопросах. Спасибо за внимание. Комментируйте, спрашивайте, консультируйтесь. До новых встреч!